Привет, ребят! Сейчас мы находимся в Москва-Сити, записываем 4-й выпуск. Посмотрим, сколько зарабатывает Москва-Сити. Let's go! На бизи, это бизнес. Здравствуйте, девушка, можно взять интервью? Нет. Здравствуйте, девушка, можно взять интервью? Коротенькое. Здравствуйте, вас можно взять интервью коротенькое? Спасибо, нет. Здравствуйте, девушка, можно взять интервью коротенькое? Простите, опасно. Все плохо, все плохо. Здравствуйте, как зовут? Меня зовут Яна. Чем занимаетесь? CRM-маркетинг. Работаете в Москва-Сити? Да. Сколько зарабатываете? 70. На зарплате? У вас фикс или процент? Фикс. А результат не важен, какой у вас? Ну, у нас есть квартальный KPI. Он может быть максимальный в размере 100% от оклада. Сколько максимально зарабатываете? За месяц? 150. Ага, на что тратите? Ну, как выяснилось, 1/6 это на такси. Ну, в основном Да? это еда, да. Фига себе. Сейчас на такси домой? Нет, как идете вон в метро иду. Я решила сократить бюджеты на такси. Ага, правильно, абсолютно. Посоветуйте ребятам, которые только начинают свой путь, зарабатывают мало, что им делать, чтобы увеличить свой доход, как вы считаете? Ну, я считаю, что изначально нужно начинать работать на опыт, а не на деньги. И уже за счет этого можно расти дальше, потому что, ну вот, мне сейчас уже будут поднимать зарплату, Ну, сколько тысяч? но 130 будет. Будет 130? Да. Вау, поздравляю Я вас. очень Это рада. круто, это Спасибо. круто. Сколько лет в компании работаете? 4 месяца. 4 месяца всего? А до этого чем занимались? До этого тоже маркетингом, но я вот только сейчас нашла сферу, которая мне нравится, в которой Вам хочу прям нравится? развиваться. Да. Сколько лет? 22. Это ваша первая работа или нет? Нет. Ну, где работали? Я работала в IT-компании год, потом... Продажником? Нет, маркетологом. Все Маркетолог? маркетологом, да. Ну, там, наверное, больше зарабатывали, нет? Она была в Ростове-на-Дону, поэтому меньше. Я понял. Круто, спасибо вам большое. Здравствуйте, как зовут? Татьяна. А чем занимаетесь? Обучаюсь самопродюсированию и провожу свои мероприятия. Бизнес-завтраки, мастер-майнды. Для предпринимателей? Или кого? Инфобизнес. Инфобизнес? Да. Прикольно. Как считаете, направление сейчас прибыльное, инфобизнес? Ну, конечно, прибыльно, еще бы. Сколько можно зарабатывать в среднем? Вот инфобизнесмен сколько зарабатывает? Но мне кажется, где-то, от 300 прямо сейчас спокойно. А продюсеры сколько зарабатывают? Все равно много зарабатывает. Ну, так же примерно. Или больше даже? Ну, больше, конечно. То есть они делают несколько запусков разных блогеров и... Расскажи, как это вообще все работает, аудитория. Вот, чем занимается продюсер? Они придумывают курс? Ну, я не совсем продюсер, я обучаю самопродюсированию, то есть как людям на своих ресурсах делать себе запуски, то есть как монетизировать свои знания, свой опыт. Без продюсера как раз-таки, без команды, без лишних вложений. Окей, ну вот продюсер чем занимается, знаешь? Помогает упаковать все знания экспертов в продукт и его запустить. Собрать необходимую команду, найти подрядчиков. Ага, вот. Подрядчиков, дальше что? Там сторис помогает ему вести. Сторисы, прогревы, упаковку. Сколько он продуктов, имеет технологий. дохода? Обычно идет фиксированная какая-то часть и процент. Ну, либо бывает там 50 на 50. То есть, если блогер заработает 1 000 000 рублей с запуска, то он, продюсер 500 тысяч заработает. Да, получается так. Жесть. Круто. Давай топ-3 качества успешного человека. Наверное, это целеустремленность, готовность делать очень много действий, потому что успех определяет количество действий. Те люди, у которых много чего получилось, за спиной много того, чего не получилось. Третье, наверное, готовность идти на риски, потому что риски очень, большие, конечно. Что ты посоветуешь ребятам, которые начинают свой путь, мало зарабатывают, не знают, что делать, как увеличить свой доход? Я бы рекомендовала пойти просто в кому-нибудь в работу личную, за кем вы следите, потому что весь мой рост, он связан с тем, что я всегда шла в личную работу, в наставничество, в партнерство. И с сильными людьми я очень быстро росла. Сколько зарабатываешь? 500. Сейчас сколько тебе лет? 23. 23. С каких лет начала зарабатывать? Я год назад узнала, что такое инфобизнес, и приехала в Москву. То есть я год все в этой сфере. А до этого сколько зарабатывала? До инфобизнеса? 50. 50? Классно. Как ты считаешь, сколько это проживет все, вот инфобизнес? Когда-то же все это приестся уже, и этого станет много на рынке. Как думаешь, сколько это все проживет? Я никогда не загадываю наперед. Я знаю, что сейчас рынок очень классно растет. Очень растет. Поэтому заходить сейчас еще можно, еще нужно. А что будет дальше, то кто знает. Не, ну ты как считаешь, через лет 20-30 до сих пор все будет?
Ну, то есть в таком количестве. Ну, в таком количестве нет, все равно рынок меняется, тенденции меняются, жизнь меняется, все, меняется. Пока актуально, нужно заходить. Так же, как и с рилсами. Сейчас это круто работает, поэтому нужно этим пользоваться. Возможно, через год там уже какая-то другая будет история. Круто, спасибо большое. Здравствуйте, как зовут? Здравствуйте, Даниил. Чем занимаетесь? Работаю в агентстве недвижимости. Вы брокер или риэлтор? Риэлтор. Риэлтор. А квартиры по всей Москве как бы продаете или вы сдаете в аренду? Северо-запад и сдаю все-таки. Ага, сдаете. Сколько в среднем сейчас квартира стоит снять однушку, например, в Москве? Где? Ну, не знаю, дом КАДа. Дом КАДа? Да. Дом КАДа. Ну, в зависимости от ваших предпочтений, Плюс-минус. потребностей. В районе 50. 50 тысяч. Ну, за 50 можно хороший найти. Ну, я сдаю те, которые за 80. А, да, вы такие сдаете. Хорошо. Есть кредит у вас? Кредит? Да, лично у вас кредит какой-нибудь есть? Нет, я стараюсь кредиты не брать в целом. Как правило, я сформировываю определенные потребности, на которые я собираю деньги. Ага. Инвестируете во что-то? Как-то приумножаете деньги? Инвестирую. А акции, облигации? Ни в коем случае. Криптовалюта? Не знаю, не разбираюсь, поэтому инвестирую во что-то более прагматичное. Например, недвижка? Скорее не недвижки, а оборудование и так далее. что... оборудование? Да. То есть вы покупаете оборудование оптом как-то или как? Ну, я не оптом покупаю, я покупаю в розницу для последующей организации процесса. Бизнес хотели открыть? Да. Какой? Не расскажете? Ну, а вдруг не сбудется? Правильно. Посоветуйте ребятам, которые только начинают свой путь, зарабатывают мало, что им делать, чтобы увеличить свой доход? Во-первых, не слушать тех, кто говорит, что ничего не получится. Это, наверное, одна из самых приоритетных мыслей. Вторая, важно понимать, что ничего просто не дается, важно всегда работать, не останавливаться, даже если вас никто не верит, а всегда идти на пути к своей цели. И третье, наверное, все-таки сформировать определенные свои потребности, понимать, к чему вы стремитесь, и постоянно откладывать деньги. И давайте топ-3 качества успешного человека. Концентрация, прагматичность и оперативность. Круто. Спасибо большое. Большое спасибо. Здравствуйте, как зовут? Никита. Чем занимаетесь? Работаю тут в инвестиционной компании. Ага, это Башня Федерации, да? Да, все верно. Чем занимаетесь конкретно там? Ну, клиентским сервисом, аналитикой. То есть вы айтишник? Нет, Нет. это инвестиционная компания. инвестиционная компания. Да. То есть вы знаете, куда вложить деньги эффективно? Ну, можно и так сказать. Ну, давайте топ-3 сейчас, не знаю, там, вкладов или там в банках, или облигаций, или что-нибудь, какие-нибудь самые... Лучше облигации. Облигации. Ну, либо денежный рынок, там, репо, например, как инструмент такой. Там ставки выше, чем по банковским вкладам. Ага. Облигации еще сколько там? Ну, разные бывают. Есть высокодоходные облигации, они, ну, не знаю, там и 19% может Вау, быть. серьезно, офигеть. Выгодно сейчас покупать доллар? Нет? Не особо? Я бы не советовал. То есть лучше дождаться, когда опустится? Ну, всегда лучше покупать ниже, продавать дороже. Ну да. Давайте топ-3 качества успешного человека, как вы думаете? Дисциплинированность, ну, трудолюбие. Много работаете? Ну, много, еще параллельно учусь. Серьезно? Вау, классно. То есть вы работаете, какой график у вас? Ну, сейчас с 9 до 6. Ага. И сколько в неделю Ну, рабочих дней? с понедельника по пятницу. Вау, прикольно. Сколько зарабатываете плюс-минус? Ну, Больше 100? больше. Больше. А вкладываете свои деньги во что-то? Ну, во что-то вкладываю, Облигации, но не, акции. не сильно активно. Не слишком активно, понял. А будете в будущем этим заниматься? Ну, да, я на это учился, работаю по специальности. Круто, спасибо вам большое. Здравствуйте, как зовут? Здравствуйте, меня зовут Дарья. Чем занимаетесь? Работаю, тренируюсь, гуляю. Кем работаете? Работаю офис-менеджером. В Москву-Сити? Нет. А Здесь тренируюсь. тренируетесь? Да. Вау, дорого тут тренироваться? Нет, в Москве есть классные сетевые спортзалы, куда очень бюджетно ходить, и можно... Сколько стоит? 3000 Месяц? в месяц. Вау, реально дешево. Прям здесь Башня Федерации? Да. На каком этаже? На -4. А, А мне прикольно. заплатить за рекламу? Не знаю. Сколько зарабатываете? Больше 100 тысяч? Нет, Меньше? меньше. 50? Я не люблю о цифрах. Хорошо. Посоветуйте ребятам, которые только начинают свой путь, но хотят много начать зарабатывать, но у них не получается. Что бы им посоветовали? Как увеличить доход? Не стесняться. Не стесняться пробовать что-то новое, просить больше задач, просить больше ответственности и идти напролом. Я думаю, Сколько так. максимально зарабатывали? 110. 110.
Образование какое у вас? Выше Сколько лет? 25. 25. Какие планы на 5 лет? Ну, По увеличить доход как минимум x3. карьере? X3. Прям и вы были бы довольны, если через 5 лет зарабатывали X3? 5 лет. Нет, это мало. Тогда x5. X5, да? Хорошо. Давайте топ-3 качества успешного человека. Уверенность в себе, эмпатия. Эмпатия как помогает успешному человеку? Когда ты чувствуешь людей, Ага. ты можешь... Манипулировать больше- ими. Ага. Ты больше открыт к этому миру. И если, допустим, мы берем диалоги с руководителями, ну, может быть, конечно, и манипуляции, но очень аккуратно. Хорошо. Еще последнее качество. И последнее — амбициозность. Амбициозность. Спасибо большое. Мы сейчас находимся в башне Федерации, на улице уже темновато, поэтому решили тут записать. Тут ребята как раз не вставляют. Ладно, давай заново еще. Ребят, мы сейчас в башне Федерации, сейчас попробуем тут интервьюшки взять. На улице уже темновато, поэтому решили тут. Встретили только что человека, он мне подошел и сказал: обязательно, если хотите зарабатывать много денег, слушайте классическую музыку. И от него прям такая энергетика мощная, я очень считываю легко это. И вот от него есть такая энергетика. Слушайте, реально стоит, я думаю, попробовать чаще слушать классическую музыку. Вот, еще он сказал, что не бойтесь вкладывать много-много денег в развитие вообще все. И со временем вы научитесь зарабатывать деньги. Не сдаваться. Пробовать. Пойдемте пробовать. Здравствуйте, как зовут? Айдар. Чем занимаетесь? Коммерческой недвижимостью занимаюсь. В Москву-Сити работаете? Да? Классно. А по всей России или как? Или в Москве? Нет, Коммерческая чисто недвижимость? в Москве. То есть компания находится сама в Москву-Сити, и вы здесь работаете? Да, мы предоставляем помещения для съемок фильмов, сериалов, Серьезно? блогерам, да. Вау, серьезно? Все к нам. Круто. И кто к вам обращается, какие самые известные имена? Наверное, без имен, но есть достаточно там миллионники, да, 10-миллионники. Ага. Круто. А сколько сами зарабатываете, плюс-минус? Ну, по-разному. Пока холостой хватает. Больше 100 тысяч? Да. Вообще средняя зарплата вот в Москву-Сити выше 100 тысяч, как вы считаете? Зависит от человека вообще, что он из себя представляет, что умеет. Главное в этой жизни любить родителей и работать засучив рукава, тогда все будет хорошо. Там можно, в принципе, любые там деньги зарабатывать. Ага. А вы конкретно что делаете? Вы ищете помещение или вы находите клиентов? Как это я забочусь о наших клиентах. Да, окей. делаю так, чтобы у них все было хорошо, чтобы они качественно и комфортно свои мероприятия проводили у нас. Мгм. А давайте топ-3 качества успешного человека. Самодисциплина, энергия, наверное, и доброта. Посоветуйте ребятам, которые начинают свой путь, мало зарабатывают, но хотят увеличить свой доход, но не могут там прыгнуть там, дальше выше 50 тысяч, не знают, что делать. Что бы им посоветовали? Посоветовал бы, наверное, сесть, расписать все, да, на листок из головы, понять, чего ты хочешь, и в дисциплине жить, самое важное. То есть, как говорится, из того, что ты хочешь больше всего и прямо сейчас, да, например, то нужно выбирать всегда первое. Понял, спасибо вам большое. До свидания, хорошего дня. Здравствуйте, как зовут? Виктория. А вас как? Катя. Сколько зарабатываете тут? 100 миллионов в месяц. Я уже купила себе 3 квартиры на чистых прудах. А кем работаете тут? Барменом? Барменом? Да. Ну, реально интересно, сколько бармены зарабатывают вот в башне Федерации, плюс-минус. Ну, окей, давайте так, просто больше 100 тысяч они зарабатывают. Нет. Нет? Бармены меньше 100 тысяч зарабатывают? Ну, я не знаю, сколько часов нужно в неделю работать, чтобы 100 тысяч зарабатывать. Ну, окей, выше 50 хотя бы. Да. Выше 50, Да. хорошо. Тяжелая работа? Да. Нужно обучаться? Долго этому? Конечно, нужно знать все граммовки напитков, нужно уметь общаться с людьми. Люди, которые не приспособлены к общению, коммуникации, которые не знают, как тактично вести себя с гостями, не всегда могут работать на такой работе, так же, как и любые сотрудники любых других мест, ресторанов, магазинов и так далее. А, допустим, приедет какой-то парень с регионов или девочка, вот к вам легко устроиться? Есть умение. И, то есть, любой человек может приехать к вам, прийти сюда, в башню Федерации, записать здесь заявление и устроиться к вам. Просто меня смотрят ребята из регионов, и вот, например, кто-то хочет приехать в Москву, устроиться на работу, и вот он ищет работу. Вот реально к вам прийти сюда, в башню Федерации, устроиться? Это через HR сначала связываются с HR, Ага, потом приглашают на пробный день, ага, например, 3 часа идет. ага. Человек смотрит, как ему нравится, не нравится. Если все нравится, приглашается в учебный центр, который 3 дня занимает времени, вам показывают абсолютно все технологии,
все граммовки и так далее. С вами проходит полное обучение, и потом вас выпускают уже на точку как полноценного бармена. А нужно иметь какой-то опыт в какой-то работе? То есть можно без опыта, скольки лет? Работы я уже менеджер. Да? Вау. А сколько лет? 20. 20 лет. А скольки лет можно устраивать к вам? С 18. 18. Круто. Спасибо, ребят, все. Здравствуйте, как зовут? Здравствуйте, Олег. Чем занимаетесь? Брокер элитной недвижимости. Вау, классно. В Москве? Москва-Сити? Но не в Сити, Сити не считается совсем элитной недвижимостью. Но да, здесь живу. Ага. Рядом, да. А офис где у вас находится? Слушайте, вы знаете, офис на коленках на самом деле. Это как? Вот. Это так, что в офисе ты не бываешь. Почему? Потому что все время в работе. То есть вы встречаетесь с клиентом конечно, постоянно и встреча у показываете? застройщика, показы, встречи. И на самом деле нормальные брокеры в офисе проводят, может быть, мне кажется, 1-2 дня в месяц. Серьезно? Да. Вау, нифига Да, себе. не больше. Интересная работа вообще? Максимально интересно, учитывая, что я пришел с другой сферы. Для Ага. меня мотивация, которую я там получил, конечно, она самая интересная. А образование нужно для этого, для этой работы? Или можно и- учиться всему в компании? Есть доп. Обучение, да, Ага. то есть нет у нас специфики, не знаю, в российских вузах брокер элитной недвижимости, как бы. Поэтому есть строители, да, есть маркетологи и так далее, и так далее. А можно без образования вообще пойти? Конечно, абсолютно можно, если пойти в нормальную компанию, где обучат, научат, и старшие кураторы покажут, как правильно работать, и вообще безопасно. Сколько зарабатываете в компании? Ну, плюс-минус. Интересно, Слушайте, сколько вообще риэлторы? Есть понятие риэлтора, есть понятие брокера. Да, брокеры. Да, брокер элитной недвижимости. Ну, давайте так, в этом году я вышел, в 2+, наверное, да. 2 миллиона плюс. Да. Вау, классно. Да. Классный доход. Ну, это такой, как бы, это на самом деле не классный доход, это обычный, как бы... Есть кто больше зарабатывает брокеры? Ха. И- Ну, конечно. А давайте топ-3 качества успешного человека. И успешного брокера, допустим. Успешного брокера или успешного человека? Давайте и то, и то. Успешность брокера – это исключительность в знании рынка. Ага. Если его личные качества брать также, я бы взял, наверное, порядочность. Мгм. И третье, я бы, наверное, назвал инициативность. Инициативность. Да, это когда человек не сидит и не ждет, скоро мне придет сделочка нормально. Это человек, который ищет лидогенерацию, ищет новые объекты, ищет вариации, к примеру, в общем, работает. В ближайшие 10 лет какие самые прибыльные сферы будут, на ваш взгляд? Прибыльная сфера, на мой взгляд, 10 лет. Однозначно строительство, как было, так есть, так и останется. Я бы, наверное, отдал предпочтение каких-то новых технологий, айтишная сфера. Наверняка вы слышали, что такое, Конечно. что-то из этой сферы, Да. что такое, Всё. к примеру, Инвестиции, есть еще переводы. юридические. Арбитраж, арбитраж, B2B. конечно. Ага. Вот такие сферы, я сам занимался арбитражом. Тут вообще ребята в кафе сидит их куча. Я сейчас жду, потому что я финансы как бы положил, потому что тут же находится один из самых Да, я интересных, знаю, понимаете? да. Ну так вот, Вы вкладываете в крипту. я вам скажу так, что финансы, которые я зарабатываю, они у меня на карте никогда не находятся. Ага. Потому что сегодня я проинвестировал в какую-нибудь студийку, сделал ремонт, продал. Завтра безналично 15-20 миллионов, нужно куда-то их деть, да? Но тут нужно быть очень аккуратным, нужно быть либо работать с настоящими профессионалами, которым ты бетонно уверен. Потому что такие истории, как арбитражи, где ты месяц плодотворно работаешь и выходишь в чистый ноль, Да. очень много, а иногда и в минус. Таких очень много, реально. То есть нужно понимать, что не все профессионалы. Знаете, вот есть такое выражение, это, кстати, относится к тем, которые еще зарабатывают а-ля. Вот, когда прошел опрос на размер мужского органа в одной и в другой деревне, да? Смотрел ролики. Это на самом деле байка, которая ходит очень давно, где-то 15, где-то 20, потому что был опрос и замер, да, из этой же истории. Вот примерно так. Поэтому я свои инвестиции, которые у меня есть, я не держу их в налике где-то. Крипта вкладываешь? Если взять мое процентное соотношение, не больше 20% от всего дохода. Давайте какие-нибудь топ-3 криптовалюты, которые... Это что? Это тебе отбивку сделали. Ладно, видимо, это судьба. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Работаем за работу. Здравствуйте, как зовут? Глеб. Чем занимаетесь? У меня сеть кафе в другом городе. Вау, классно. А что тут делаете в Москве? Приехал работать, арбитражом позаниматься. Серьезно? Как хобби или вы зарабатываете на этом? Вот только сегодня начал пробовать. То есть планируете на этом зарабатывать?
Посмотрим, как пойдет. Ну, это сейчас трендово, много кто занимается этим. Ну, особенно тут, в вашей федерации. Да. Сколько зарабатываете плюс-минус? В районе 600 в 600 месяц. тысяч. Классно. А с какого города? Воронеж. Воронеж. Как кофейни называются? Homies Hot Dogs. Хот-доги там, не кофе. Ага, хот-доги. Это как быстрое питание. Да, фастфуд. Сколько точек? 2. А с чего вообще начинали вот свой путь предпринимательский? Сначала начинал продавать на Wildberries. Вау, Еще нифига себе. года 1,5 назад, наверное. Потом перестал. Они сразу успешны стали или вы со временем? Первый месяц было все хорошо, потом месяца 2-3 была просадка, и потом к лету я когда второй открыл, все началось. Круто, хорошо круто. идти. А представляете вообще вот предприниматели, которые начинают свой путь, но не могут подняться там выше 50 тысяч обычным людям? Как увеличить свой доход? Как это сделать вообще? Нужно искать постоянно новые способы развиться, заработка. Не бояться рисковать, я думаю. Ага. Вот, и все получится. Классно. А давайте топ-3 качества успешного человека. Пунктуальность, коммуникабельность и развитое мышление. Развитое мышление. Это осознанность или как это назвать можно? Ну да, в целом да. Круто, спасибо большое. Счастливо. Здравствуйте, как зовут? Стас. Чем занимаетесь? Криптой. Криптой? Арбитраж? Да, арбитраж. Сколько зарабатываешь? Слушай, по-разному, в зависимости какой рынок. Я могу сказать, что от 200 до 2 миллионов. 2 максимум, миллионов, да, это офигеть. максимум. Ой, сейчас в среднем 200, 300, 400. Ага. Вот так вот. А чем дальше, чем меньше можно зарабатывать на крипте, на арбитраже? Ну, я имею в виду Чем на арбитраж. дальше? Да, я имею в виду, через год будет сложнее зарабатывать, чем, например, сейчас. Как ты считаешь? Со временем все будет сложнее. Да, все ограничивают, блокируют. Намного сложнее, чем год назад даже, 1,5 года назад. Когда мы были в Грузии, было намного легче работать, и был спред. Спред — это разница. Да, я только знаю, прибыль. Было намного легче и намного прибыльнее. Сейчас мы крутим копейки. Ну, 200-300 — это немного для Арбитраж. нас, да, для арбитражников. А сколько тут из ребят, тут, которые у вас там... Много, очень много. Кто зарабатывает Примерно больше чем тебя? 90% чеченцев — это арбитражники. Серьезно? Да. Ну, не чеченцев, а кавказцев всех. Ага. Ну и вот... А почему не любят кавказцы заниматься арбитражем? Да, не всем любят заниматься. И много кто учит этому. Вот Ага. даже я смотрю, кто учит, много кавказцев. Из Дагестана кто. Сколько лет занимаешься этим уже? С мая прошлого года. То есть Окей. чуть больше года. Ну, 1,5 уже. 1,5 года. Ага. Сколько часов в день работаешь? Примерно 3-4 часа. 3-4 часа. Ну да, когда спред есть, конечно, мы весь день ходим, бегаем. То есть бывают такие дни, когда ты прям весь день херачишь? Да. Прикольно. Когда какие-нибудь движения, например, есть, мобилизация, СВО, когда началось. Там вообще начинается на рынке бешеные штуки Вот происходить. Пригожин, когда на Москву шел, Да. я 300 тысяч тогда сделал. За Да? Кто-то заработал на Потому этом. что я ничего не делал, я просто фиксировался в долларе, он вырос, я распродался в рубль, он упал, я снова закупился. Вот, то есть вот 290 вышло. Красавчик. Давай топ-3 успешного, топ-3 качества успешного человека. Наличие персональной силы. Где ее взять? На бокс пойти? В закрытом канале Арсена Маркаряна. Серьезно? Я его смотрел, я его курс проходил сторон-релиз. Ну вот тогда... Да, я знаешь, подтверждаю, опять это нормальная тема. Желание просто жить, а не прозябать, как говорил Тиньков, и просто ебашить в зале, в столовой. Блин, Друзей красавчик, любить красавчик, красавчик, я поддерживаю тебя. И друзей не предавать. Согласен. Вот. А хочешь переехать в другую страну? Я уже переехал. Я полгода жил в Грузии, Да. вернулся сюда, да. И в России хорошо. Живите, Да. зарабатывайте. Круто. Всё будет Спасибо хорошо. тебе большое.